Всем привет! 3 из 7 чудес Харькова – это храмы. Покровский монастырь, Успенский собор и Благовещенская церковь по праву являются визитными карточками города. Бурные события 20 века лишили город большого количества прекрасных храмов. Некоторым повезло больше. Например, Дмитриевская церковь на Полтавском шляху стала кинотеатром «Спорт». Антониевская церковь на Университетской улице стала кинотеатром «Юность» и культурным центром. Однако многие другие церкви были уничтожены в период советской власти. Вашему вниманию предлагаю подборку красивейших храмов Харькова, которые, к сожалению, остались только на фотографиях. Николаевский храм. Нынешняя площадь Конституции до революции именовалась Николаевской в честь церкви святого Николая Мерликийского. Первая церковь была построена в те далекие времена, когда Харьков только основывался, и находилась за восточной стеной крепости. Основным строительным материалом в XVIII веке было дерево, а дерево, как известно, очень хорошо горит. В огне городского пожара 1733 года и погибла первая Николаевская церковь. Только через почти 30 лет на тогдашней главной площади города началось строительство новой каменной церкви, работы над которой были завершены в 1770 году. Николаевская церковь ветшала, и городская дума, окна которой выходили как раз на храм, решила возвести новый, более значительный храм. Несмотря на то, что собор занимал центральное положение в городе, приход его был беден, поэтому сбор средств на его возведение занял целых 9 лет. Строительство Николаевского собора было поручено епархиальному архитектору Владимиру Христиановичу Немкину. К 1896 году пятиглавый в византийском стиле Николаевский собор был готов. Новый собор стал настоящим украшением нашего города. Однако простоял он всего лишь 34 года. Советская власть особо не церемонилась с церковью. В 1930 году для прокладки трамвайных путей Николаевский собор был взорван. Так наш город утратил один из самых прекрасных своих символов. Церковь Рождества Богородицы или Каплуновская церковь. В 1810 году в окраинном районе с живописным названием Дурноляповка, сейчас это район пересечения улиц Пушкинской и Манезера, епископ Слободско-Украинский и Харьковский Христофор Сулима осветил церковь Рождества Богородицы. Периметр улиц искусств Боголея и Манезера тогда занимало кладбище. Церковь в народе называлась Каплуновской в честь одноименной иконы Божьей Матери. В 1845 году Каплуновская церковь стала приходской, и к ее приходу были причислены жители Журавлевки. После строительства на Журавлевке Петропавловской церкви приход церкви Рождества Богородицы сильно уменьшился, и храм постепенно ветшал. В конце XIX века на Дурноляповке активизировалось строительство. По проекту Алексея Бекетова был построен новый, более вместительный на 1200 человек храм. Причем Священный Синод провозгласил закрытую старую церковь ценным памятником архитектуры и запретил ее сносить. Так и стояли рядом две каплуновские церкви вплоть до 1920-х годов, пока не были снесены большевиками. Сейчас на их месте стоят жилые многоэтажки в стиле конструктивизма. А от церквей осталось только название. Ранее переименованный переулок Краснознаменный в переулок Каплуновский, а затем в переулок Искусств. Михайловская церковь. Деревянная Архангело-Михайловская церковь появилась в Немышлянской слободе близ Харькова в 1663 году. В 1783-1787 годах, немного южнее от нее по проекту губернского архитектора Петра Ярославского, был воздвигнут каменный храм. На новую каменную колокольню денег не хватило, поэтому в храм созывали колокола старой деревянной колокольни. По легенде, в церкви хранилась богослужебная книга гетмана Ивана Мазепы. К церкви в 1816 году, наконец, была пристроена каменная колокольня. В середине-конце XIX века храм неоднократно перестраивался и расширялся. В 1930-х годах, когда сносились многие храмы, Михайловский уцелел. Во время нацистской оккупации здесь размещались конюшни,
А вот после войны случилось чудо. Храм вновь стал действующим и стал принимать прихожан. Но радость верующих была недолгой. В 1960-х годах началось новое наступление советской власти на религию. Храм был взорван в 1970 году, а на его месте появился сквер имени Юрия Гагарина. Вознесенская церковь. Впервые храм Вознесения Христова упоминается в 1675 году. Деревянная церковь находилась в Немышлянской слободе на месте земляного вала. Местность вокруг церкви была заселена крестьянами, которые и составляли основной ее приход. Поэтому долгое время Вознесенская церковь являлась беднейшей в городе. В самом начале XIX века в городе разразился страшный скандал, грозивший всему Харькову. На стене церкви кто-то оставил злоречивое сочинение в адрес императора Павла I. Добрые в кавычках люди донесли в столицу об этом государю. Разгневанный Павел приказал сыскать негодяя. Если же таковой не найдется, то произвести децимацию горожан. Каждый 10-й харьковчанин должен был подвергнуться бичеванию кнутом, а сам город сравнять с землей. Харьков спасло только то, что в ночь на 24 марта 1801 года император был убит в результате дворцового переворота. В 1865 году старую деревянную церковь разобрали, а на ее месте была построена каменная. Строительство провели халтурно. Через 4 года купола оказались слишком тяжелыми для несущих опор, и храм обрушился. Новую церковь возвели по образцовому проекту архитектора Андрея Тона, который был переработан его коллегой Борисом Покровским. А в 1920 году большевики закрыли храм, и в 1931 году его перестроили под спортивную базу. Но полностью храм не исчез. Часть стен и фундамент Вознесенской церкви были использованы при строительстве одного из корпусов нынешнего университета сельского хозяйства. Воскресенская церковь. На площади Ирины Бугримовой на месте цирка до революции возвышалась одна из самых богатых церквей города – Воскресенская. Кстати, семья будущей дрессировщицы была приписана именно к этому приходу. Первые церкви деревянные находились на этом месте еще с конца 17 века. Приход Воскресенской церкви составляли купцы, которые щедро жертвовали на нужды храма. Но, как и в деле строительства Вознесенской церкви, не обошлось без небрежности и здесь. Уже практически отстроенный храм развалился в самом конце XVIII века. Дважды горожан спасала от эпидемии холеры Покровская икона Божьей Матери, которая с 1830 года находилась в храме. Последний храм Воскресения с последующими неоднократными перестройками был воздвигнут в 1857 году, а был уничтожен 3 ноября 1922 года. Лютеранская кирха. В дореволюционном Харькове проживало немало представителей различных религий и конфессий, например, представителей протестанства. Их храм был уничтожен в 1960-х годах для строительства многоэтажки по адресу Гоголя 2. Прибывшие в город в начале XIX века немецкие рабочие добились права на возведение храма на месте бывшей третьей пересыльной тюрьмы, которая находилась здесь до 1798 года. В 1830 году лютеранская кирха была освящена и стала, по мнению современников, одним из прекраснейших зданий Харькова. Даже сам царь Николай I выделил собственные средства на возведение храма. Количество жителей, которые исповедовали протестантизм, значительно увеличивалось. В начале 20 века храм не умещал всех прихожан. Старую кирху разобрали и по проекту архитектора Геркарта в 1913 году построили новую, с красивой черепичной крышей и башенными часами. В 1930-х годах лютеранский собор закрыли. Кирха пережила войну, оккупации, бомбардировки, но не пережила советскую власть. Рождественская церковь. Улицы Энгельса вернули ее историческое название Рождественская. К сожалению, это единственное, что напоминает об одном из первых храмов нашего города. Свою историю церковь, которая находилась на дороге в Полтаву, ведет предположительно с 1655 года. До 1783 года на месте нынешнего клубного переулка сменилось 2 деревянные и 1 каменная церкви в честь Рождества Христова. 4-й по счету храм вырос благодаря проекту архитектора Петра Ярославского в лучших традициях украинского зодчества.
Расцвет храма пришелся на начало-середину XIX века. Благодаря пожертвованиям состоятельных прихожан церковь Рождества расширялась и украшалась и была самой красивой на Залопанской стороне. В конце века постепенно храм приходил в упадок по причине ухода прихожан в другие церкви. И только стараниями семьи Сергеевых храм вновь расцвел. Последняя значительная реконструкция была произведена под руководством архитектора Михаила Ловцова уже в 20 веке. 1920-е годы, как и многие другие храмы, Рождественская церковь, увы, не пережила.